Чтобы лучше понять стоимость, надо рассмотреть пирог всей конструкции, то есть послойность наших всех материалов, которые мы должны использовать. В двух пирогах у нас должна быть и материал утепления, и пароизоляция должна быть. Ветрозащита нам не нужна, если будем делать бетонный пол. А при деревянном, допустим, нам не нужно трамбовать до уровня лак, как в случае бетонного пола. Поэтому основное отличие это именно стоимость нашей вот этой вот деревянной конструкции, на которой все держится, и нашего бетонной заливки. В интернете множество калькуляторов, и зная стоимость стройматериала, дерева в вашем регионе, можно примерно прикинуть размеры помещения, и вам вот напишут, сколько чего надо. Аналогично можно посчитать у нас и по бетону, вот сколько нам кубометров нужно на ваше количество. 5 сантиметров у нас тут стяжечка идет, 70 квадратов и вот 3,5 куба. Тут тоже надо понимать, будете вы сами его изготавливать, что труднее, но по факту дешевле. Или закажете машину, что будет вам дороже. В зависимости от того, сколько на часов у вас пробудет и как вообще договоритесь. И какая именно машина будет. То есть шлангом обычно дороже идет, без него дешевле. Если будете мешать руками, также можете прикинуть. Вот у нас вводим наш объем. Что у нас есть, какой марки у нас цемент мы купили, какой объем, какой хотим получить. Нам, в принципе, самый низкий подойдет. Подвижность P3 нормально. Если у нас пластификатор используется, советую его использовать. И вот получаем, сколько нам нужно цемента, щебня, песка. И тоже можете примерно посчитать сумму. Ну, еще и свое здоровье добавьте. Еще стоит обратить внимание на объем трамбовки. Если у вас расстояние между вашей стяжкой черновой, бетонной, и низом пола, то есть грунтом, сколько вам придется в итоге добавить, очень большая, то это тоже хороший объем работы. Особенно если у вас уже готовый дом, и вам придется все это завозить. Неудобно, стены есть. Еще важный момент, что наше дерево, которое будет под полом, оно должно быть все пройдено антисептиком, но лучше впитывается антисептик именно в сухое дерево, оно уже будет идти дороже. Для себя решил, что нет сильной разницы деревянный пол или бетонный, если делать все самому. Поэтому надо рассмотреть другие плюсы и минусы. Даже если дерево хорошо обработать, ему необходимо дышать, иначе оно начнет портиться раньше времени. Поэтому через каждые 3 метра нам необходимо сделать продухи. И благодаря продухам наше дерево не будет так портиться, но в тот же момент мы будем запускать под фундамент холодный воздух и должны делать это круглый год, в том числе и зимой. Если делать бетонный пол, мы спокойно можем утеплить фундамент, отмостку нашу всю, и здание у нас будет более энергоэффективное. А так, по сути, мы воздух холодный запускаем. Еще, кстати, желательно внизу какой-то пароизоляцией, пленкой, рубероидом землю обложить всю, чтобы от земли влажность не портила наше дерево. Если делать деревянный пол, нам еще дополнительно нужно установить сеточку. Причем нужны очень мелкие ячейки, потому что, естественно, еще и продухи наши защитить. При деревянной конструкции создать полностью герметичность у нас не получится. Поэтому есть еще живность более маленькая, а это уже другая проблема. Муравьи просто везде. Порог. Также муравей. Если создать для дерева комфортные условия, да, оно послужит довольно долго. Но если сделать то же самое для бетона, он прослужит и еще больше. Причем, как мы видим, заморочек с деревом хватает. Дерево натуральный материал, который дышит. Оно забирает и отдает влажность. Поэтому с ним лучше не все утеплители использовать. Допустим, пенопласт наиболее эффективный долговечный утеплитель, но он паронепроницаемый. И когда дерево захочет эту влажность отдать, ему будет отдать ее некуда,
И если промежуток будет какой-то маленький, то есть вариант, что просто эта влажность не уйдет, останется здесь, и это будет уменьшать срок службы нашего дерева. Лучше подойдет каменная вата, допустим, но она менее долговечная, и мы не сможем с ней создать сплошной шов. То есть нам придется, даже если внахлёст делать, то есть пера утепления в одну сторону, потом мы перекрываем эти балки в другую сторону, все равно не сможем достигнуть нужного нам эффекта. То есть бесшовного утепления у нас не выйдет. Для увеличения долговечности нашей деревянной конструкции, нашего утеплителя, нам необходимо сделать пароизоляцию. Так мы будем убирать влажность из дома от нашей конструкции. Но сделать ее полностью герметичной не получится. У нас будут различные стыки, мы будем вкручивать потом шурупы и так далее. Если в вашей местности есть опасность появления газа радона, то герметичность конструкции, про которую мы говорили до этого, тоже для вас будет иметь большое значение. Вот в данной пирамидке можем наблюдать, какие основные источники. И это грунт под зданием дает большую часть, по сути. Если мы не проведем максимальную герметизацию, от этого нам лучше не станет. Ну плюс, конечно, нужна хорошая вентиляция в доме. Она нужна там всегда. В итоге для себя выбрал бетонный пол. Это трамбовка, заливка бетона, утепление пенопластом нашей всей поверхности. Далее гипсокартон положили на пол. Он будет еще и дополнительно служить как пожарозащита для нашего пенопласта. Ну а дальше уже на ваш вкус и финансы. У меня это ламинат. Более дешевый вариант. Кстати, при данной конструкции пола, если у вас есть желание или возможность, сейчас или в будущем, вы можете сделать себе теплый пол с подогревом. То есть в пенопласте вырезаются специальные пазики, вставляются панельки, и в них вы уже вставляете трубы теплого пола. Есть и готовые специальные уже такой пенопласт. Можно его просто положить, это уже зависит от ваших финансов и материала, который есть в вашем регионе. Это так называемый сухой теплый пол. Кому интересно, советую ознакомиться с данным каналом на YouTube. Особенно с этим видео.